дерево. Ребята, всем привет! Сегодня у нас загонная охота на лося, кабана, косулю. Будем гонять болото. Здесь мы сейчас приехали. У нас оттепель уже 4-й день. На прошлых выходных я даже не ходил на зайцев, потому что снега нападало. И реально было очень много. Ну и тяжело ходить. Мы не приспособлены к такому уровню снега. Будем гнать болото. Ну, в надежде как бы на лося, но тяжелая загонка, большой кусок, очень крепкое место, камыш, лоза, камыш, то есть вот такое вот. Ну и большая территория. Конечно, зверя здесь много, но получится ли выгнать его, посмотрим. Старичок устал. Так, ну что, ходили вокруг зверя меня, но ничего на меня не вышло. Камыш такой плотный. Сейчас пойдем посмотрим, кто-то там на соседнем номере стрелял, вроде Степа. Если Степа, хорошо, может что-то заснял. А где он вообще? Кровь смотрит?
Давай, 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 давай. Щи. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Тут. Тут. Давай, 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 давай. Ищи. Давай. Давай, Белка. Давай, Белка. Давай, ищи. Давай, Белка. Давай. Давай. Короче, Степа подранил лосика. Сейчас будем второй загон делать. Обрезали следы, посмотрели. Он дальше перешел, собаки пошли. Будем второй делать загон и его пытаться добрать. На него, да. Сейчас он в загонку пойдет после таких выстрелов. Ну, с кем не бывает. Загоночка. Штрафбат. А чого він такий маленький? Вот и завершилась наша загонная охота с горем пополам. Добыли этого сигалетка лосика. Ну, отсмотрел я уже материал, что Степа снял, контент. Ну, со всеми бывают такие выстрелы. Глаза смотрят в одну сторону, ружье в другую. Ну, тут его ошибка, конечно, что он по шее стрелял. Надо было ему по корпусу стрелять, хотя я и сам нет, да и по шее мечусь, и получаются эксцессы, подранки. Ну, опыт. У Степа очень мало сейчас практики, он редко бывает на охоте, там буквально пару раз в году. Ну и от этого, в принципе, промахи, от отсутствия практики. Но все-таки мы лосика этого добрали во втором загоне, повезло. Собаки его как бы угнали, но первыми двумя выстрелами он промазал, а третьим уже зацепил немножко его по бороде. В принципе, с этим ранением он еще там мог жить и жить, оно бы зажило. Ну, конечно, сигалеток совсем слабенький, такой совсем как будто на открытие, ну, не крупный. Мы его разделали, пожарили там печень, посидели, поболтали. Я, к сожалению, был за рулем, так что я просто попробовал печенку. Сейчас расскажу вам, как я делаю тушенку из дичи. В принципе, для любого охотника, который часто ходит на охоту, бывает такое, что ну, много реально дома мяса получается после там загонной охоты или другой какой-то, что и это мясо нужно как-то переработать, в морозиловку пихать. Я не люблю, когда у меня в морозиловке много мяса лежит, потому что когда оно долго лежит, оно ссыхается, и потом, когда уже его готовишь, оно не такое вкусное. А сделал тушенку, ее там в течение какое-то времени съел, и ну, она поприкольней будет. Вот с помощью этого товарища Глав Автоклав будем сейчас на его примере расскажу, как я делаю тушенку. Ну, в принципе, вот раньше я у Димона брал автоклав, белорусский этот автоклав. Ну, тоже у меня все получалось нормально. А сейчас решил, что и мне тоже нужен. И вот такой вот уже новенький, с пищевой стали, нержавейки, автоклав. Первый раз стоит на газу. Как я делаю тушенку? Естественно, выбираю какие-то куски лучшего мяса, там, запекать, либо еще на отбивные, на мясо по-французски, ну, в общем, на что угодно, а такие уже мясо похожее, оно идет в тушенку, там, жилы, те же даже кости я тоже порублю мелко и тоже в тушенку, оно даже вкуснее, когда с костями, такое мясо на кости, оно всегда более сочное. Ну, режем порционно мясо, тут размер кусков как бы особо роли не играет. Что я всегда делаю с мясом дичи перед тем, как делать тушенку. Это я его несколько минут отвариваю. То есть бросаем воду, доводим до кипения. Оно несколько минут кипит.
И весь шум, вот эта кровь, которая находится в мясе, все-таки мы дикого зверя стреляем, и вся эта кровь из мяса выходит. Ну, в дичь я добавляю еще сало, так тушенка более такая сочная получается. Олень, косуля, тот же заяц, лось, мясо не жирное, там практически нету жира. И оно такое получается, такое, ну как диетическое, сухое. И чтобы тушенка была сочнее, берем сало, где-то процентов 10 от массы обычно. Вот, нарезаем мелко или лучше через мясорубку прокручиваем, ну и перемешиваем это все дело. Потом я взвешиваю, сколько у меня получается ну, вот этой продукции, которую мы будем закладывать в банки. На каждые полкилограмма я сыплю ложечку соли чайную. Чем больше соли положите, тем лучше будет тушенка храниться. Специи, ну, по вкусу. Я вот хмели сунели часто сейчас в последнее время стал добавлять в тушенку. Пол-литровой банки. На дно ложим перец горошек и лавровый лист. Плотненько так забиваю мясо в банке. Банки закрутили, закатали. В принципе все, осталось только в автоклав. Вот мой новый автоклав от компании Градусок. Глав автоклав. Очень интересная штука. Уже такой продуманный аппарат. Объем 33 литра. Сюда влазит 21 пол-литровая банка. Готовить двумя способами. На пару. Это мы устанавливаем фальш-дно и воды доливаем только по фальш-дну. Где-то вот так оно стоит. Либо полностью заливаем его водой до сварного шва. Ну и выставляем по 7 банок. Здесь есть такие разграничители, очень удобно. То есть вот у меня сейчас не 21 банка, а меньше. Здесь у меня снизу 7 стоит, дальше 6 и сверху 4. Это разное мясо. Мы его можем разделить, чтобы потом не перепуталось. В общем, банки загрузили. Заливаем воду по верхней сварной шов. Ну и все, и ставим на газ. Автоклав продуманный. Здесь есть ручки. Здесь кран под слив воды уже. То есть не надо нам доставать, потом как-то его мучиться, переливать. Бак оснащен разъемом под TEN. Автоклав прошел испытание, это новая модель, то есть стопроцентная защита от срыва крышки. Такой хомут надежный, стягивает крышку, и специальный есть ключ, чтобы его завернуть, хорошенько зажать. Штампованное дно гарантирует нам, что тут не будет никакого деформации в процессе эксплуатации длительной. Когда заливаем воду, добавляем ложку лимонной кислоты, она нам предотвращает от образования накипи, то есть будет легче потом чистить. У нас тут есть термометр, манометр, клапан для сброса давления. Сейчас я поставил на 3 бара, можно там есть еще в комплекте на 1,5. То есть я сейчас буду делать температуру больше 120 градусов. Если меньше 120 градусов, то можно на 1,5 поставить. Вот у нас здесь клапан, он сам должен подняться, потом когда уже закипит. Пароотвод, тоже краник этот мы потом перекроем, все, и пар не будет выходить. Сейчас вот подождем, пока закипит, догоним до градусов 125-130. Догнал я до 120 градусов, давление у нас 2,5. И тут у меня образовалась небольшая протечка. Но я все соединения фум-лентой уплотнил. Вот это одно течет. Ну, в следующий раз мы это исправим, конечно. Ничего страшного, я думаю, не случится. Теперь при такой температуре осталось подождать 40 минут. Я не буду газ убавлять. Ну, пускай температура еще растет. Вот 40 минут ей дадим. Выключим и уже завтра посмотрим, что там получилось. Вот ночь у нас простояла. Температура до 35 упала, но водичка такая тепленькая, 35 градусов. Так, ну в общем вот такая вот тушеночка из лося получилась. Видно чистенькая, без шума.
Сало, правда, такими кусочками осталось. То есть, ну, лучше перекручивать на мясорубку, тогда она полностью растворяется, сало. Ну что, тест глав автоклав от компании Градусок прошел. Заказывайте его по ссылкам в описании, кому интересна вещь нужная, особенно для рыбаков, охотников. Я еще хочу приготовить консервы, но надо наловить рыбы. В этом автоклаве тоже, может, вам покажу, что получилось. Уже так подробно показывать не буду, на пару. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях.